Привет, друзья! Почему все больше украинцев в Германии выбирают работу, даже если могут получать пособие? Что скрывается за этим выбором и как это меняет интеграцию? Но это только начало. Власти готовят пенсионную реформу на десятки миллиардов евро. Кто выиграет, а кто заплатит за эти изменения? В Берлине создают новый Национальный совет безопасности. Зачем он нужен и какие решения там будут обсуждаться в узком кругу? Городские власти бьют тревогу. Школы и детские сады переполнены, а инфраструктура не справляется с наплывом новых жителей. В экономике неожиданный поворот. Американская компания спасает немецкий аккумуляторный завод, а в IT-сфере по-прежнему не хватает десятков тысяч специалистов. Все самое важное в одном выпуске без лишних слов и с фактами, которые помогут понять, куда движется Германия. Начнем с истории, которая показывает, что для многих украинцев работа стала не просто источником дохода, а шансом построить новую жизнь. Итак, недавнее исследование показало, большинство украинцев в Германии считают работу важнее пособий. Многие приезжие видят в ней способ обрести смысл и стабильность, особенно те, кто оказался без работы и рассчитывает на социальную поддержку. Около трети украинцев моложе 18 лет и находятся в таком положении, что не могут обеспечить себя самостоятельно. Поэтому социальные выплаты этих людей воспринимаются не как бесплатный бонус, а как необходимая поддержка на время интеграции. Особенно важны такие выплаты для одиноких родителей или семей с детьми, когда один из супругов занят воспитанием или учебой, а работа, в свою очередь, дает чувство участия и возможности стать частью общества. Эксперты отмечают, доступ к трудоустройству помогает людям чувствовать себя нужными, а не зависимыми, и это снижает риск социальной изоляции. При этом многие стремятся быстро включиться в рынок труда, даже если их квалификация не полностью признается. Языковой барьер и бюрократия остаются главным препятствием. И еще одна важная новость. Правительство Фридриха Мерца утвердило масштабный пакет пенсионных реформ. И эксперты предупреждают, в будущем расходы могут заметно вырасти. В числе ключевых мер это гарантированный размер пенсии на уровне 48% от средней зарплаты до 2031 года. Это так называемая планка, которая должна предотвратить снижение выплат относительно доходов. Плюс значительные надбавки к пенсии для матерей, чьи дети родились до 1992 года. Примерно по 20 евро в месяц на каждого ребенка. Казалось бы, забота о родителях, но эксперты предостерегают, эти меры грозят бюджетной нагрузкой в десятки миллиардов евро. И внимание, суммарная нагрузка уже до 2029 года оценивается примерно в 18,5 миллиардов евро, а к 2031 году дополнительные расходы могут достигнуть 48,8 миллиарда евро. Профессор Кагис указывает, доля федерального бюджета, идущая на пенсии, может вырасти до 28%. При этом налогоплательщики понесут основную нагрузку. Тем не менее, большинство специалистов считают, что текущий закон носит скорее популистский характер. Он направлен на поддержку текущего поколения пенсионеров, но создает угрозу финансовой устойчивости для будущих поколений. А дальше то, что стало неожиданностью от правительства Фридриха Мерца. Недавно средства массовой информации сообщили, что примерно 22 миллиона пенсионных уведомлений могли быть рассчитаны неправильно. Якобы пенсионерам завысили страховые взносы. Причиной стала январская корректировка страховых ставок. Ставка выросла на 0,2%, но ее начисление отложили до июля. Но тогда пенсионерам автоматически, кстати, сняли дополнительно 1,2%. И СМИ отметили, что при расчете использовалась уже увеличенная сумма пенсии. Хотя в первых полугодиях выплачивались меньше, в итоге оплатили слишком много. Однако немецкая пенсионно-страховая служба это категорически отвергла. По ее словам, расчет произведен в точном соответствии с законом, а именно с постановлением правительства об однократной оплате повышения в июле. Таким образом, уведомление правильное, никакой ошибки при расчете нет, разница составляет буквально центы. Например, при среднем размере пенсии не превышает 1 или 2 евро. Тем не менее, критики, в том числе представители Союза плательщиков налогов, назвали такие действия несправедливыми. Они считают, что тем, кто все же заплатил немного больше, следовало бы вернуть эти суммы. Но Министерство труда уже дало понять, массовых возвратов не планируется. В итоге, формально расчеты выполнены по инструкции. Однако тема вызвала резонанс среди пенсионеров. Кто хочет, может самостоятельно пересчитать, сверив сумму задействованной пенсии и дополнительный процент. А теперь новость о безопасности Германии. Правительство Германии приступает к созданию, внимания,
нового Национального совета безопасности, постоянного органа при канцелярии Фридриха Мерца, призванного объединить внутреннюю, внешнюю, экономическую и цифровую безопасность. Министр канцелярии Торстен Фрай описал этот совет как центр принятия решений по ключевым вопросам безопасности. Его цель – преодолеть ведомственное мышление и повысить стратегическую координацию в кризисах. Согласно внутренним документам, в канцелярии будут создано, внимание, 13 новых должностей для работы безопасности. Совет планирует собираться в регулярной основе каждые 2 месяца, а в экстренных случаях оперативно по нужде. Им будет руководить канцлер Фридрих Мерц, а заместителем станет вице-канцлер. В состав войдут министры иностранных дел, внутренних, юстиции, экономики, обороны, цифровизации и глава канцелярии. Также смогут участвовать руководители спецслужб. Кстати, создание Совета – это одно из ключевых обещаний нового коалиционного соглашения, призванного повысить эффективность государственной стратегии и усилить интеграцию различных направлений безопасности. Ранее такие функции, я напомню, выполнял неформальный секретариат по безопасности, но теперь необходима институциональная база с формальными механизмами. И это еще не все. Во время визита в Гельзенкирхен министр труда Бербель Бас заявила, что недавняя волна миграции обернулась ростом социальных проблем в городе. По ее словам, результатом стали переполненные детские сады, перегруженные школы и множество мусора на улицах. Эти наблюдения она озвучила во время экскурсии по социально неблагополучному району Бисмарк. Министр подчеркнула, что федеральная политика теперь учитывает тревоги местных жителей, многие из которых ощущают, что инфраструктура уже не справляется с нагрузкой. Она отметила обострение напряженности в соседствах и возникновение чувства усталости у тех, кто живет рядом с районами, где увеличился приток новых жителей. Вместе с политическими лидерами она осмотрела проблемный квартал и указала на зоны с явными признаками перенасыщения. Это школы, где одно помещение быстро заполняется, и уведомила о росте мусорных точек в открытых местах. Такая картина, по ее словам, демонстрирует необходимость координированных действий между федеральной и местной властью для стабилизации ситуации. И еще одна супер новость о спасении экономики Германии. Американский стартап Lighten, специализирующийся на аккумуляторных технологиях, объявил о приобретении активов шведской компании Northvolt, признанной банкротом. Среди приобретаемых объектов завод в Швеции, исследовательский центр и, важно, строящаяся батарейная фабрика недалеко от Хайде в земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии. Это позволит возродить целый завод и создать новые рабочие места для немцев. Сделка включает не только производственные площадки, но и интеллектуальную собственность, а также энергохранилище в Польше. Lighten планирует сохранить производство и возобновить сборку элементов аккумуляторов на базе этих объектов уже, внимание, к 2026 году. Премьер-министр Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер охарактеризовал новость как очень радостную, подчеркнув, что Lighten намерена продолжить строительство завода мощностью, как предполагалось, 15 гигаватт-часов производственной емкости. Федеральное и земельное правительство ранее предоставили гранты и гарантии для поддержки этого проекта. Представители, в свою очередь, Lighten также пообещали восстановить рабочие места и обеспечить долгосрочную перспективу для объектов Northvolt. По словам главы Lighten, успех состоит в объединении инфраструктуры Northvolt с новой технологией литий-сульфурной и американскими поставками. Если сделка будет одобрена властями, это может дать новый импульс развитию производства батарей в Германии и укреплению европейской энергетической независимости. И еще одна настораживающая новость. В Германии сохраняется острая нехватка специалистов в IT-сфере. Сейчас не хватает внимания около 109 тысяч квалифицированных IT-работников. Несмотря на снижение дефицита по сравнению с прежним рекордом, я напомню, в 149 тысяч вакансий, ситуация все-таки остается критической. По оценкам отраслевого союза Битком, в 2040 году дефицит может достигнуть 663 тысяч человек, почти миллион IT-специалистов потребуется дополнительно для поддержки цифровой инфраструктуры страны. Компания уверяет, 80% из них ощущают недостаток IT-кадров, а каждый пятый ожидает, что ситуация еще ухудшится. Единственным утешением служит то, что у конкурирующих бизнесов увольняются IT-работники. Это открывает новые шансы для найма. На рынке труда IT-специалисты сталкиваются также с большими трудностями. Число безработных выросло на 18% и почти 127 тысяч человек с IT-образованием стоят на учете.
При этом количество новых вакансий сократилось почти на четверть. Это говорит об общей стагнации в секторе. Компании все чаще рассчитывают на помощь технологий, около половины полагаются на искусственный интеллект, чтобы компенсировать тот дефицит кадров. Например, искусственный интеллект используют для автоматизации рутинных задач, помощи в программировании и подборе персонала. В итоге дефицит IT-специалистов остается глубокой и структурной проблемой, требуются срочные меры, развитие образования, поддержка карьерных переходов, расширение доступа к IT-профессиям, а также активная иммиграционная политика. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.